Ну что ж, доброго времени суток, дорогие зрители. Сегодня нам удалось вырвать на интервью двух важных членов команды, двух красавцев, по-другому не скажешь, менеджера команды Юджина и игрока Эдварда. Привет, ребят. Привет. Начнем с негативного. Знаю, что начинать с негатива неправильно, но начнем именно с него. Топ-8. Насколько такой результат был ожидаем и насколько сейчас ощущения вот после уже дня отдыха, как сейчас чувствуется? Иван. Иван, хорошо? Да. Ожидаем ли был результат? Никогда не знаю, что получится в итоге, но скажу с полной уверенностью, что проиграли заслуженно. Мы испытывали некие трудности в процессе подготовки к этому турниру, что и в принципе сказалось. Не буду углубляться в детали, не буду говорить о том, что конкретно привело к тому, что мы плохо подготовились и так далее, но как факт это действительно наша ошибка. Поэтому мы не заслуживали сейчас пройти дальше, чем где мы проиграли. Но мы проиграли только финалистам на этом турнире. Надо же сказать об этом, правильно? Нет, это не принципиальный вопрос. Я шучу. Могу отметить, исключить только то, что мы сделали выводы и движемся вперед. Это приятно слышать. Да. Я должен добавлять что-то? Будь здоров. Могу сказать одно, вот вдобавок к тому, что Ваня сказал. Действительно, подготовка, может быть, не очень у нас получилась, мягко скажем. Ну, как есть, так есть. Вот приехали. И если раньше, например, мы на каких-то старых дрожжах, условно говоря, на каком-то на опыте, на скилле, на морали могли что-то делать, то сейчас прям так все развивается. Конкуренция просто невероятная. Каждая команда может удивить, просто не прощают. Немножко расслабишься, тебя сразу же растопчет. Вот. И поэтому выводы, как Ваня сказал, мы сделали и не собираемся расслабляться. Ваня не захотел говорить про подготовку, именно что не получилось. У меня вопрос такой, отказались вы от буткемпов еще в феврале этого года. Сейчас был маленький буткемп, там 3-4-дневный. Это был не до буткемп. Окей, не до буткемп. Почему вернулись к не до буткемпам, к маленьким, и дало ли это свои плоды, и нужно, или будете ли вы возвращаться в будущем? Конечно, дало это плоды. В любом случае, это не прошло бесследно, и это в любом случае на пользу всей команде. Это по моему глубокому убеждению. Не все, может быть, члены команды всегда со мной соглашаются, это нормально. Вот. Но я считаю, что последние наши проигрыши именно в финалах – это вопрос психологии. Психология, она такая штука, она как бы не фиксится как бы в одиночку. То есть человеку одному сидеть на умнике у себя дома очень тяжело исправить какие-то свои там комплексы, страхи, еще что-то. То есть надо быть в это время в команде, надо быть на определенной работе с знающими специалистами. Вот. И тогда как бы будет результат. Поэтому буткемп просто необходим. И, к сожалению, не получилось у нас у всех собраться, но те, кто приехал, я уверен, получили хороший такой буст психологии. Окей. И этот турнир, кстати, несмотря на результат, не всегда нужно оценивать турнир по количественному показателю. Еще надо оценивать качественный показатель. Как бы мы ни сыграли с точки зрения КС, то есть уровень игры наш не позволил нам пройти дальше. Вот, но с точки зрения психологии ребята справились просто на отлично, молодцы. Хотел поговорить, Вань, с тобой касательно пиков карт в игре против Liquid. Был пикнут Трейн. Это был пик от Нави, и вопрос такой, был ли это пик от Нави, комфортный пик для Нави, или же это был контрпик против Liquid? Я могу сразу, скажем так, добавить то, что мы очень много тренировались перед этим турниром с командой Liquid. Мы знали их слабые стороны, мы знали их сильные стороны. Пик карт прошел, в принципе, ожидаемо, что, я полагаю, что с нашей, что с их стороны, а вот третья карта решалась рандомным способом, одна из трех. Мираж даст. Мираж даст и Кобл. И выпала Кобл. Мы знали, что Кобл это их самая сильная карта. Может быть, Нюк Кобл, но я полагаю, что больше Кобл у них сильнее. Вот. Они пикнули против нас Нюк просто потому, что Нави не играла да? Дело не в том, что Нави не играет. Мы много тренировались. Мы играли между собой Нюк и Кобл и все остальные карты много раз. Они знают, что мы из себя представляли на Нюке, мы знали то же самое про них. Скажу так.
Возможно, это неудобный для нас был оппонент по мэп-пулу, потому что действительно мы проиграли две самые слабые свои карты. Но я волен считать, что ситуация сложилась таким образом, чтобы указать нам на наши ошибки, чтобы это и лучше, когда это случается раньше, чем позже. Поэтому в совокупности факторов считаю справедливым результатом, что мы увидели свои слабые стороны, что мы проиграли, как следствие, турнир, что мы сделали выводы. Пойдет на пользу. Это хорошо. Да, Маппул здесь добавить просто хочу, что действительно, чтобы не говорили ликвидом, на самом деле по картам, ну, не то чтобы повезло, удача улыбается подготовленным, но действительно мы проиграли их две самые сильные карты. Но ни в коем случае не могу как бы не сказать, скажем так, сказать, что типа им повезло, поэтому они выиграли. Нет, ни в коем случае. Мы проиграли заслуженно. Все. Больше тут нечего добавить. Ну, если бы не заслуженно, ликвиды не были бы сейчас в финале, наверное. Возможно, да. Хорошо они с фанатиками вчера сыграли. Это точно. Вопрос такой, Жень, более прошу тебя пробежаться по каждому. Как кто из игроков переживает поражение, ранний вылет команд на столь раннем этапе? Если будет здорово, если... На самом деле переживают все. Переживают все. Не буду лично, на самом деле, озвучивать. Это такое дело... Более сокровенное, да? Да, более Хорошо. такое внутреннее каждого человека. В любом случае все переживают, все расстроились, какое-то время немножко себя погнобили, пожалели, вот. Но проснувшись со свежими мыслями, со свежими, скажем, взглядами, с каким-то проведенным уже анализом, проведенной работой, вот, ребята готовы и заряжены на дальнейшую работу. Потому что впереди у нас Е-лига, потом у нас и другие турниры идут. Это, кстати, следующий вопрос, если не перебиваю тебя. Да. Планы на будущее вообще, вот как, из каких турниров будет состоять в ближайший месяц, и слышал, что у игроков будет отпуск, но вот когда он начнется? В начале августа мы все уходим на двухнедельный отдых, вот. После отдыха мы буткемпимся в Америке с командой. Можно об этом говорить? Конечно, я думаю, если это не секретная информация. Мы едем в Америку, буткемпимся с командой СК, если это состоится, это сейчас стадия переговоров. Это такой как бы промо-тур совместно с буткемпом, то есть ну, такой интересный проект, будет весело. После этого у нас мы сразу врываемся в онлайн-часть следующего сезона ESL, Про-лиги. Вот. И как бы играем Про-лигу, StarLadder в Китае, ESL Нью-Йорк, не знаю, получим инвайт, не получим. Ну и, конечно же, финал самой ESL Про-лиги. Вот. А потом посмотрим. Там и лига следующий сезон, мы еще не знаем дат, но она практически будет тоже анонсирована сразу после завершения первого. Окей. График серьезный. Вань, Dreamhack. вопрос к тебе. Вопрос к тебе, Вань. Отвлечемся от Counter-Strike, Overwatch. Вот со взгляда профессионального... Специалист Overwatch решил Нет, в брать? плане со взгляда профессионального игрока в Counter-Strike есть ли у Overwatch перспективное будущее? Потому что очень многие эксперты говорят, что Overwatch может оторвать знатную долю пользователей Counter-Strike Global Offensive. Как ты думаешь, есть ли шанс? А что такое Overwatch, должен спросить сейчас. Слышал. Окей, даже так, но... Я общаюсь с Тайфером, который раньше играл в Quake. Я с ним разговаривал, кстати, на тему того, ну как игра, спрашивал, как то. В целом говорит, отлично, здорово, мне нравится, динамика присутствует, я люблю динамичные, быстрые аркадные игры. Сам еще не пробовал, поэтому не могу делать какого-то детального вывода, может быть, или даже просто фидбэка, не знаю. Анализа. Я не заходил, Подсказываю. ни разу не заходил. А насчет аудитории, я знаю, что Blizzard на самом деле не стремятся, скажем так, забрать кусок сцены соревновательной в eSports. Поэтому, если это и произойдет, это и произойдет исключительно по инициативе определенного, скажем так, определенной аудитории игроков, которая сама захочет перейти в другую дисциплину. Не думаю, что это будет критичным, фатальным. Если Blizzard вдруг не возьмут себе за курс, за направление развивать это как дисциплина киберспортивная. Жень, ты как думаешь, со стороны спортивного менеджмента, есть ли шансы у игры или нет? Потому что очень многие, кто говорят, сейчас я отвечу игра так. на Шансы подъеме, есть всегда. это зависит.
Да. Но выйти, попасть в киберспорт – нет. Окей. Не, на самом деле, правильно все Ваня сказал. Я тоже ни минуты не провел в этой игре, видел только там геймплей, вот как это все происходит. Ну, двоякое ощущение. То есть что-то непонятное, какой-то экшен, мультик, но с другой стороны, по отзывам ребят, опять же, которые имеют большой киберспортивный опыт, говорят, что это что-то интересное и классное. Ну, поживем, увидим. И последний вопрос, в принципе, будет адресован обоим. Как вы относитесь к системе данных проведения турниров по CSGO? То, что у нас мажоры каждый квартал, да, получается? Да, не каждый квартал. 3 раза в год они. 3 раза в год, да, прошу прощения, 3 раза в год. И теряется вот особенность вот, звания чемпион мира по Counter-Strike. Как вы смотрите на то, чтобы система перешла на более такой вот формат доты? Формат доты, типа есть вот один большой турнир за Да, International, и на еще который... три еще три на маж- 3,5. да, такие маленькие мажорчики. Мажорчик буквально. Но, при этом у них есть- один мажорчик, как у нас 3 за год. 3 за год. При этом есть красивое звание чемпион мира, вот, чемпион за International по Dota 2. Был ли бы ты рад, если бы подобное было в Counter-Strike? Я был бы рад, конечно. Я за любой, за любое развитие, скажем так. Это шаг серьезный. Кстати, если мы говорим чемпион мира, то, наверное, не совсем правильно. Потому что чемпион мира, наверное, как-то основывается на соревновании между странами, нет? Нет, ну просто, Чемпионат мира. Или это как бы... ну, поскольку у нас нет больше ВЦГ, поэтому приходится говорить чемпионат мира на Ну, мажоры. кстати, скоро появится что-то подобное, Вроде бы по да. слухам, да. Ну, могу пожелать только Valve двигаться, не останавливаться. Они все, в принципе, делают правильно. Вот, все идет как бы вот по такому графику, скажем, вверх, развивается. Есть недочеты, они есть, в принципе, в каждой организации, ну, везде их можно найти. Но это не самое главное. Самое главное, что они работают с командами, с игроками, с комьюнити и делают все для того, чтобы как бы улучшиться и продвинуться. Могу только порадоваться. Вы знаете, формат в большей степени не отличается от даже давних времен, когда мы были в 2010 году, играли в 1.6. В тот момент тоже было 3 титула в году, ESVC, VCG и Extreme Masters. Сейчас 3 мажора в году. Но появляются новые турниры. Появляются в этом году, появился Лига от Тернера, Лига от ESL, Лига от Faceit, которая по призовым уже с мажором вот-вот. Прям дышит. На самом деле они больше, бюджет больше у лиг. У самих бюджет, Просто я это не как бы знаю, бюджет разовый турнир, ESL а тут просто. лига. Но суть в том, что они по важности, они не уступают уже. Мы знаем, что Лига Тернера, на которой мы летим, и предстоящий сезон ESL, это будет что-то, нечто, скажем так, новое в мире Counter-Strike и какой-то шаг вперед. Потому что мы все давно уже слышали слухи о том, что собирают запустить проекты, лиги и так далее, и так далее. И вот они воплощают в жизнь, начинают это делать, поэтому сцена уже трансформируется в определенном смысле. То есть турниров таких равных мейджору становится, добавляется больше. И, безусловно, можно будет наверняка увидеть спад ажиотажа, потому что переизбыток будет важных матчей, важных турниров, на которых команды будут. Но я думаю, это все устаканится, урегулируется рано или поздно. То есть по мере того, как это все выйдет, первые сезоны этих новых лиг пройдут. Безусловно, было бы здорово, если бы было исключительное, скажем так, фиксированное количество самых важных чемпионатов в году с фиксированными датами, к которым ты бы мог подходить по всем биоритмам своим внутренним уже как бы осознанно. Безусловно, это было бы тоже более профессионально, чем формат, когда могут объявить турнир в течение года, 1, 2, 3. Но они к этому и идут на самом деле. То есть Всё к этому Valve, движется. как бы они так Да. и делают. То, что есть параллельно другие турниры, ну, как бы говорит только о том, о популярности игры. Но все равно это должно прийти к каким-то действительно рамкам. Может быть, это разобьется на уровне там, Т1, Т2, Т3 лиги, там еще что-то. Но как-то устаканится. Сейчас мы просто стараемся, как-то быть в этом в течение во всем, да, участвовать как мы можем. Мы отказываемся, если у нас перегруз, мы отказываемся от некоторых турниров, как знают наши
Подписчики. Да. И они тоже. И все тоже. Как знают, в принципе, все наши болельщики. Вот. Ну, сцена развивается. Это хорошо. Спасибо вам, господа, за ваше драгоценное время. Я думаю, это интервью должно понравиться абсолютно всем. Спасибо вам большое. Благодарю. Ну а вам, дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.